Корейское кимчи из баклажана. Из чего мы только не готовили с вами кимчи. И вот сегодня добрались до баклажана. Нам потребуется 3 баклажана. Мы должны, конечно же, будем их хорошо помыть, обсушить и обрезать им края. Затем мы разрезаем каждый из баклажанов на 2, 3 или 4 части, в зависимости от их размера. Теперь в каждой части мы должны будем сделать крестовые глубокие надрезы. Обратите внимание, что внизу у нас должен остаться отступ где-то 1,5, можно даже 2 сантиметра. Зависит от того, насколько большой вы обрабатываете кусок. Давайте посмотрим еще раз. Теперь мы должны будем с вами довести до кипения некоторое количество воды и положить туда, когда закипит, 1 чайную ложку соли. И в этой воде мы будем с вами бланшировать баклажаны 2 минуты. Мы должны будем подготовить холодную воду, и желательно, чтобы вода была со льдом. После 2 минут бланширования мы должны будем вынуть и положить в холодную воду баклажаны и полностью их в этой воде остудить. Когда баклажаны полностью остынут, мы должны будем хорошо отжать их и затем обсушить. Вы удивитесь, насколько много будет в них жидкости, но делайте это аккуратно, так чтобы не сломать их форму, и постараться внешнюю часть тоже не сильно повредить, чтобы они остались такие красивые с внешней стороны. Теперь мы подготовим базу для кимчи. Нам понадобится рисовая или пшеничная мука, 1 столовая ложка и 7 столовых ложек воды. Все это мы хорошо размешиваем, чтобы не было никаких комочков. И варим на тихом огне, все время помешивая. Варим до состояния жидкой сгущенки. Приблизительно вот такая консистенция должна у вас получиться. И затем мы целиком и полностью остужаем эту массу натуральным образом. Также нам потребуется 1/4 сладкой груши. Нарежьте грушу кусками удобными для перемолки в вашем блендере и перемолите грушу. Также потребуется 40 грамм зеленого лука. У лука мы должны будем надрезать белые кончики пополам, если они достаточно объемные. Если же они тонкие, то можно этого не делать. И нарезаем зеленый лук кусками размером 5 сантиметров. Теперь мы приступаем к тому, что делаем острую пасту маринад. Базу кимчи, которую мы получили, 100 мл, мы закладываем в глубокую емкость, удобную для перемешивания, и добавляем красный молотый перец 3 столовые ложки. Если используете корейский перец специальный для приготовления кимчи, то можно на 1 столовую ложку положить побольше. Затем добавляем сахар 1 столовую ложку, или же, если у вас есть экстракт сливы, 2 столовые ложки. Соленые ферментированные креветки 1 столовая ложка и рыбный соус 1 столовая ложка. Но если же у вас этого нет, то тогда просто рыбный соус 2,5 столовые ложки. Затем молотый чеснок закладываем в объеме 1 столовой ложки. И прежде перемолотую грушу. Все это мы с вами хорошо перемешиваем до однородности, и желательно дать пасте маринаду настояться 20 минут.
Затем по истечении этого времени мы закладываем прежде нарезанный зеленый лук. И все это хорошо перемешиваем до однородности. Теперь можно приступать к приготовлению самого кимчи. Мы должны заложить пасту в надрезы, которые мы сделали в баклажанах. Так хорошенько их, можно сказать, начинить этой начинкой, и затем не забываем их снаружи тоже промазать. И закладываем в контейнер для хранения. Давайте посмотрим еще раз на то, как это делается. Рецепт этот достаточно несложный и быстрый с учетом наличия всех необходимых ингредиентов. Кстати, это кимчи, оно уходит своими корнями глубоко в историю кулинарии Кореи. Итак, мы держим 4 часа вне холодильника в нежарком месте приготовленное кимчи. Затем храним его в холодильнике, но не более чем 2 недели. И есть можно его уже на 3-4 день после приготовления. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного аппетита!